Здравствуйте! Это видео я хочу посвятить транзиту Юпитера. Юпитер сейчас находится в знаке Стрельца, он перешел туда недавно, и он еще будет там некоторое время, до 23 апреля 2019 года, а затем он обратно перейдет в знак Скорпиона и будет двигаться ретроградно по знаку Скорпиона, потом снова развернется и снова пересечет этот рубеж между Скорпионом и Стрельцом. И вот это время очень знаменательно, потому что в течение всего года будет подчеркнута Ганданта Джиештхамула. И Юпитер уже сейчас обозначает для нас новые горизонты. И сейчас до 23 апреля как раз время, чтобы понять, что это за горизонты, понять, какие у нас открываются возможности. Как только мы это поймем и соприкоснемся немножко с этими новыми энергиями, нас поведет обратно. Будет большой откат, и откат обратно в возможности Скорпиона. И вот сегодня я хочу поговорить как раз-таки о Ганданте Джиештхамула, как раз вот об этом пересечении, потому что это очень важный этап эволюции сознания, очень важный переход, и нам нужны стратегии, как мыслить, на что обратить внимание, чтобы прожить этот период наиболее эффективно, и для чего он вообще предназначен. Если говорить в целом, то у нас сейчас время Стрельца. 3 грахи, которые курируют границы нашего сознания, находятся в Стрельце, на этом поле эволюции. И сегодня я буду как раз говорить много о Стрельце, раскрывать глубоко его значение, и особенно его значение в связи со знаком Скорпиона. Потому что на этом рубеже, на котором мы сейчас находимся, и мы какое-то время застрянем на этом рубеже, чтобы прочувствовать его максимально, здесь происходит важный перелом. И у многих людей случатся важные события в жизни, характера кармического, как говорят, то есть что уже невозможно никак убрать и никак отсрочить. Можно было это делать раньше, но нам дается по заслугам, которые связаны с нашими верованиями, с нашими идеями, целями, которые мы себе ранее ставили. И теперь у нас экзамен, насколько эти цели были высоки, насколько они вели нас к нашему предназначению, по пути нашего предназначения. Если же есть какие-либо искажения, то они будут строго исправляться. И мы могли это уже почувствовать, когда соединились Кету и Сатурн в знаке Стрельца. Это было тяжелое время для многих, особенно для тех, у кого знак Стрельца как-то подчеркнут, выражен в гороскопе, либо лагна в Стрельце, либо в Близнецах, либо есть какие-либо планеты в Стрельце или Близнецах. И мы столкнулись с задачей меняться. И вот сегодня я хочу рассказать, в каком направлении происходит это изменение и что будет, если не меняться, потому что колесо крутится и без нас, и мы все равно подвержены влиянию, несмотря на то, хотим мы или не хотим что-то делать со своей жизнью. Когда Юпитер зашел в знак Стрельца 30 марта, то стало легче. Почему? Потому что Юпитер дает объемы. Он дает возможности видеть варианты развития ситуации. Он дает возможность соприкоснуться с духовными знаниями или с какими-либо возможностями вокруг себя, которые могут помочь решить ситуацию. Не так тяжело жить, когда Юпитер освещает знак Стрельца. И вот это его захождение на недолгое время в знак Стрельца сейчас для нас это благословение. Сатурн и Кету действуют жестко. Они резко обрубают, они дают по заслугам. А Юпитер, присоединившийся к ним сейчас, помогает нам поверить в то, что все, что не делается, все к лучшему. Все, что мы сейчас должны отпустить и убрать из нашей жизни. Кету прежде всего на это указывает. Это и должно быть отпущено, это так и задумано, и это время, которое мы должны прожить
без чего-то, не имея это в своих руках. И вот здесь как раз важно вспомнить, что такое ганданта, и именно ганданта джиештха мула. Ганданта — это узел между двумя этапами эволюции, которые отрицают друг друга. То есть следующий этап эволюции отрицает предыдущий очень резко. И это резкий переход в новую форму сознания. Чтобы обсудить ганданту джиештха мула, нужно сначала вспомнить другие ганданты по очередности. Первая, она же последняя ганданта, это ганданта Ревати Ашвини. Это переход между знаками рыб и овна. Это всегда переход между водной стихией и огненной. И на этом переходе душа обретает материальную форму. Мы из небытия приходим в бытие, мы заявляем о себе, и у нас появляется «я» и тело. Это ганданта Ревати Ашвини. Вторая ганданта – это рубеж между знаками рака и льва, и между накшатрами Ашлеша и Макха. Там человек обретает свое материализованное «я», которое уже плотно связано в материю, встроено в свою родовую программу, в свой генетический код, и происходит осознание себя как части своего рода, родителей, и идет дальше творчество на материальном плане через вот это «я», которое появляется в Макхе. И вот в ганданте джиештха мула там происходит мощнейший перелом между материальным планом и духовным. Все этапы эволюции, которые были между Макхой и джиештхой, были связаны с отработкой материальных задач, с погружением в конкретные земные дела. Там было подчеркнуто «я», «я» материальное, «я», которое что-то умеет, которое может, у которого в конце этого пути набирается максимальное количество возможностей и власти. И если вы вспомните значение накшатры джиештха, то это будет самый старший или самая старшая. Это состояние, когда человек накопил настолько большой потенциал уже через знак Скорпиона, что ему нужно перевести этот потенциал в новую форму. И здесь идет сильная зацепка за материальное, потому что Скорпион — это женский знак, это водный знак, и это знак, который в естественном зодиаке лежит напротив знака Тельца. Подчеркнута материя максимально. И в этой материи человек уже настолько сведущ, настолько он уже опытен, что он может все, как ему кажется. Но не тут-то было. Эволюция толкает человека на новый этап сознания, на новый этап, который называется Стрелец. И первая накшатра в Стрельце — это мула. Это очень разрушительная энергия, очень разрушительное свойство имеет этот участок зодиака. Он связан с тем, что нам нужно обнулить и буквально уничтожить все свои мотивы, которые были связаны с предшествующим этапом от Макхи до джиештхи. Нам нужно уничтожить страхи, уничтожить подозрительность, ревность, все, что связано со знаком Скорпиона, когда человек понимает, что он знает все и даже немножко больше. Поэтому люди, у которых джиештха подчеркнута в гороскопе, это полицейские, это спортсмены, это солдаты, это люди, которые готовы бросаться реально на сложные вещи этого мира, участвовать в сложных событиях, формировать также эти сложные события. Это очень подозрительные люди, это люди ревностные, которые ревностно защищают свое «я». И дальше идет мощнейший перелом, когда «я» должно переродиться для новых целей. И эти цели будут уже не теми, эти цели будут духовными. Это будет уже мысли формы, учение, это будет братство, это будет объемные понятия. И вот этот переход между джиештхой и мулой, наверняка это самая сильная ганданта. Она сильнее всего ощущается как надлом, как надрыв. И там есть такое значение, которое называется на санскрите абхукта. В принципе, эта ганданта так и называется абхукта ганданта. Абхукта — это когда вы не можете съесть плод, который вам дают.
То есть вы хотите насладиться, но наслаждение в этом участке не положено. Здесь положено полное обнуление показателей до универсальных формул и универсального закона, который очень чист и очень прост. И фактически в этой ганданте нужно сделать шаг вперед от бесконечной подозрительности, ревности, от желания что-то делать в рамках материи и умирать в этой материи к новой форме, когда человек абсолютно свободен от привязанностей любого типа, потому что привязанность есть наслоение, которое досталось нам в наследство от того материального мира, который мы проходили от Макхи до Джиештхи. Другое значение слова абхукта — неиспользованный, несъеденный. Неиспользованный — это значит, что мы вообще никак не можем это взять и как-то применить на практике. То, что связано с мулой, это отсутствие полное практики какой-либо практичности, какой-нибудь заземленности, связанной с тем, что мы берем это и можем этим наслаждаться, можем это применять где-то. И люди, у которых в муле позиции в гороскопе, они наоборот чувствуют все время какой-то внутренний надлом и неумение наслаждаться ресурсами. Допустим, у человека, если Венера в муле, то наслаждение отношениями для него закрыто. Но для него закрыто наслаждение отношениями в иллюзорной форме. Если он будет понимать значение абхукта, несъеденный, не тот, которым можно насладиться в итоге, он будет наслаждаться самим процессом. Больше ему нечем наслаждаться, потому что не будет никакого плода. Тут нужно вспомнить, что Мула Накшатра управляется богиней Алакшми. Та накшатра, которая управляется Лакшми, это накшатра Рахини. И она как раз лежит в том отрезке зодиака, который полностью противоречит обсуждаемому нами отрезку. Знак Стрельца находится в 8-м доме от знака Тельца. И знак Стрельца отрицает Тельца. В центре Тельца находится накшатра Рахини. Она управляется богиней Лакшми. И в Рахине все время происходит рост материальных показателей, а в начале Стрельца материальные показатели разрушаются. И поэтому здесь управитель Лакшми. И вы наверняка заметили, что если мы ставим приставку к слову, то мы его отрицаем. И мы можем вообще сказать, что сейчас время отрицания, время, когда мы находимся в Абхукте, и время, когда здесь действует сила Лакшми. И вообще мула связана с тем, что нужно отказаться. И отказаться заранее, до того, как вы еще начали что-то есть. И вот это очень важное значение, именно оно дает ключ к процветанию в это время, к тому, что вы сможете насладиться этим временем. И это такое состояние, которое, наверное, описано в песне «Если у вас нету тети, то ее не отравит сосед. И если вы не живете, то вам и не умирать». То есть это такое состояние, которое сразу повергает нас в отрицание того, что могло бы быть. Но для чего оно нужно? Для того, чтобы мы поняли, что существуют универсальные законы и существует такая формула жизни, которая является базовой и корневой. Само математическое выражение, вычисление корня — это то, что связано с мулой. У нас есть большие числа, мы оперируем здесь большими числами, у которых нарощен потенциал. И вот это наращивание потенциала происходит в знаке Скорпиона. Там происходит потенция, возведение в степень числа. И когда-то нам нужно просто начать извлекать корни из этих чисел, больших, объемных, через которые мы уже не можем на 100% соединиться со вселенским законом. И вот именно это происходит в муле. Корневое разрушение. Разрушение с помощью того вычисления, которое мы называем извлечение корня.
И символ мулы — это корень, дойти до корня, дойти до сути, дойти до той точки, которую уже точно нельзя разрушить, которая базовая, и с нее пойти дальше. И вот значение этой ганданты. И мы должны сейчас пройти это время. Сейчас Юпитер зашел в ганданту, в первую паду мулы, вернется обратно в последнюю паду Джиештхи, и у нас будет состояние, когда мы снова почувствуем, что у нас есть ресурсы, и вдруг начнем ими пользоваться и думать: мы мощные, мы сильные. А для чего мы мощные и сильные? Для того, чтобы всю эту мощь и силу искоренить из себя и оставить только тот остаток, который действительно нужно понести дальше. Вот это значение ганданты Джиештха Мула. Вот я упомянула математику в связи с Мулой, и это накшатра математики, как философии. Математика дает нам возможность оперировать формулами без эмоциональных привязанностей к ним. И вот эти эмоциональные привязанности, которые в Скорпионе есть, они рвутся в Муле. Мы становимся независимыми исследователями, мы больше не привязаны к материи, нам не так важно уже вот это наслоение, связанное со Скорпионом, с Тельцом тем же самым, потому что он всегда поддерживает Скорпиона, и также со знаком Рака. Стрелец — это тот этап эволюции, который противопоставлен двум материалистичным знакам, знаку Тельца и знаку Рака. Они находятся на оси 6-8, посмотрите в гороскоп. И Стрелец будет отрицать все, что связано с уютом, с комфортом и с эмоциональными привязанностями людей. И вот эти простейшие математические формулы — это идея Мулы. Это идея особенно первой пады Мулы. Мы искореним, мы сократим. Сокращение любого уравнения. Математики наверняка это проходили. Вот кто преподает математику и слушает сейчас это видео, это ваше время. Время понять, что вы занимались как раз-таки абхуктой. Вы занимались тем, что невозможно никак съесть. А вот эти наслоения мы можем съесть. Их нарастила Рахини. Рахини — это урожайная накшатра. И она дала нам иллюзию, что здесь все время все растет, и мы можем растить до бесконечности. Нет, до бесконечности мы растить не можем, потому что это лишнее. Нам нужно взять это уравнение и все эти так называемые, как они называются, многочлены, начать сокращать. И мы дойдем до x, y равно и так далее. Да, мы уберем эти объемные вещи из уравнения, и мы увидим саму суть. Поэтому Мула — это математики. Это также астрологи, они тоже смотрят в корень. Но астрология и математика — это смежные науки, даже можно сказать, это единая наука, которая дает нам связь философии с математикой. Теперь мы вспомним, что накшатра Мула управляется богиней Нритти, той богиней, которая все уничтожает и обнуляет, и разрушает. Это очень разрушительная энергия. Для чего это надо? Мы уже упомянули, что это надо для того, чтобы обнулиться и пойти с вновь раскрытым в себе потенциалом, когда мы дошли до своего корня и идем дальше. И те люди, у которых есть позиции в Муле, это люди, которые не очень-то связаны с материальным, и они также могут не совсем ценить жизнь, как проявление материи именно. И если мы отрицаем на 100% предшествующий этап эволюции Скорпиона, а вместе с ним и Тельца, то мы, получается, отрицаем материю, финансовую стабильность, умение позаботиться о том, чтобы быть все время с деньгами, быть все время с ресурсами. Скорпион тоже с этим связан, потому что это знак страхования, когда мы страхуем от несчастных случаев кого-то, от финансовой несостоятельности кого-то мы страхуем. Это все Скорпион. И если мы отрицаем, не вобрав это в себя, не прочувствовав и не приняв это как этап эволюции, то мы становимся очень жестокими в отношении людей и в отношении ресурсов других людей. Мы не понимаем, как
существовать в материальном мире. И вот тут опять приходит вот эта песенка, что если у вас нету тети, ее не отравит сосед, а если вы не живете, то вам и не умирать. И рождается максимальной силы жестокость, которая совершенно не обуздана. И вот эта Нритти делает с человеком тогда злую шутку. Она делает его истребителем народов. Мы должны выкорчевать с корнем все пороки, и неважно, кто при этом пострадает. Вот это другая разрушительная часть мулы. Если вы также посмотрите в карты насильников или людей, которые вот совершают эти массовые истребления, школьников, которые расстреливают других школьников в школах, то это обладатели мулы и ардры заодно. Вот эти две накшатры действуют как уничтожители. И вот это нужно иметь в виду. Нам сейчас эта ганданта будет показывать через Юпитер, что есть и такое проявление, и другое проявление, проявление высокое. А проявление низкое возможно тогда, когда человек полностью отрицает предыдущие этапы эволюции. То есть он себя не помнит на этих этапах эволюции. Он не помнит, что есть нежный телец, что есть эмоциональный рак, что это тоже все силы, которые нужно как-то собрать вместе и подойти уже вместе с ними к ганданте, и тогда уже трансформироваться. Невозможно трансформироваться просто. Трансформация означает преображение, и преображение — это значит, что мы принимаем новый образ, но мы твердо стоим на той почве, которую мы уже взрастили, которая была взрощена той же самой Рахини, той же самой Пушьей, которые связаны с семейственностью, с традициями, с заботой о ресурсах. Чему я все это говорю про ганданту? Сейчас Юпитер дал нам возможность увидеть эту ганданту через позитивные моменты. Если бы он не прошелся туда-обратно по этой ганданте сейчас, но обратно он еще не прошел, скоро 23 апреля он пойдет обратно в знак Скорпиона, то он бы не дал такого благословения нам видеть все в позитивном ключе. И теперь те слезы, пролитые уже через эту ганданту, через то, что Сатурн и Кету стрельцов заставляют меняться очень резко, очень четко показывают им границы их возможностей и необходимость сменить веру в жизни. Вот эти две силы теперь будут действовать более мягко, потому что они получили благословение от Юпитера давать не только человеку через страдания эволюцию, но и через знания тоже. И на нас теперь через эту ганданту, за счет того, что туда зашел Юпитер, спускается знание, что это все-таки счастье преображаться. Это не только боль, это также еще и счастье. И слезы отчаяния могут смениться на слезы радости, потому что все, что не делается, все делается к лучшему. И сейчас я проговорю основные значения, которые связаны с тем, что у нас идет время Стрельца. На что нам нужно обратить внимание? Какую стратегию выработать нужно в жизни, чтобы пройти этот этап максимально эффективно, максимально чисто и понять, для чего он. Давным-давно не было такого времени, чтобы 3 планеты стояли в знаке Стрельца. Имеется в виду 3 планеты не бытового уровня, не жизненного плана, там Венера, Луна и так далее, а именно 3 планеты, которые курируют границы человеческих возможностей. И вот сейчас время, когда нужно стать предельно честным с самим собой. Время, когда нужно увидеть новые горизонты себя. Время трикон. Триконы — это 1, 5 и 9 дома гороскопов. И сейчас время мужское, когда нужно честно посмотреть на свой стержень, честно посмотреть на свою философию жизненную, на те принципы, которыми мы живем. Если через знак Овна меняется наше тело, меняется наше «я»,
через тело, через телесность, через наши действия и импульсы. Через знак Льва меняется наше сердце, меняется наш центр, стержень, и именно то, что мы ощущаем внутри себя как материальное «я», то через знак Стрельца меняются наши глаза, наше видение. Стрелец дает всегда перспективу. И сейчас время расставаться с прежними верованиями, с прежними иллюзиями, потому что любое верование — это иллюзия. И когда Юпитер заходит в Мулу, он показывает, что есть еще параллельные верования, и может быть это просто наслоение, может быть это не истина, а истина где-то поглубже, чем мы сейчас смотрим. И знак Стрельца — это знак дальнозоркости. Мы можем противопоставить Стрельца близнецам. Все объемные понятия рождаются в Стрельце. Близнецы — это понятия конкретные. Например, это понятие брат, сестра. А Стрелец — это братство, сестринство. Например, капитал или капитализм, сравните. То есть все, что связано с изм, ство, да, вот эти все суффиксы, это Стрелец. Стрелец делает понятия объемными и ведет нас в новые горизонты. Дальше после Стрельца мы будем работать уже через Козерога, потом через Водолея и потом через Рыб. Это уже очень высокие этапы эволюции, когда мы работаем не только ради своих нужд, что было раньше, до Мулы. Мы теперь будем учитывать также общественные нужды. И теперь у нас рождается товарищество, братство, единство. Мы уже не просто конкуренты друг другу, мы уже люди, которые понимают, что мы все трансформируемся. И сейчас время, когда можно принять главную стратегию — давать людям пространство в своей жизни. Если у вас есть какие-либо отношения, и эти отношения вдруг начинают рваться, первая стратегия — это придать этому новое значение и наделить это объемом. Если что-то уходит, надо сказать, это и должно уйти. Возможно, это придет в новом качестве, потому что не только вы трансформируетесь, трансформируются все люди, все пространство. Такой Стрелец подчеркнутый — это благословение. Это благословение этого времени. Такого времени не было давно, точно 100 лет не было такого времени. Мы никогда больше не будем такое время проживать. Это вот этот год и эти 1,5 года, вот когда Юпитер будет ходить между Скорпионом и Стрельцом, и при этом 2 курирующие сознания грахи, 2 кармические грахи, связанные с нашим прошлым, стоят сами в Стрельце. Будет время, когда по 5 планет будет кучковаться в знаке Стрельца. Сюда придут люди очень идейные, несущие новые идеи, новую веру. И нам нужно достойно их встретить. И давайте подытожим, что мы можем сделать сегодня, чтобы этот момент стал для нас действительно целительным и действительно трансформирующим, каким он и должен быть. Надо сказать, что выживут те люди, которые умеют учиться и которые умеют преображаться и наделять новым смыслом свое существование. Ну, на самом деле я не хочу, чтобы показалось, что кто-то там умрет. Умрет что-то внутри нас и родится новое. И вот это выживание в новых обстоятельствах зависит от того, насколько вы готовы наделить жизнь новым смыслом. Потому что у нас фактически здесь есть только сжатая формула, и мы почувствуем саму суть жизни, а далее наша свободная воля. Свободная воля заключается в том, чтобы придать жизни смысл. И вот эта воля Бога, чтобы мы придали жизни новый смысл сейчас, не тот, который у нас был ранее. И каждый человек будет по-своему проходить эту трансформацию, по-своему это ощущать, зависит от дома, зависит от того, есть ли у него планеты в Стрельце или нет.
Но это рекомендация для всех. Постарайтесь найти новые смыслы для дальнейшего существования и обогатить вашу стезю, по которой вы идете. Дальше. Обязательно отпускать и обязательно уходить. Позволять людям уходить и уходить самим, чтобы обеспечить дистанцию. Стрелец – это знак дистанции. Когда вы куда-нибудь удаляетесь и разрываете с кем-то связи, 9-й дом, 9-й знак, то вы начинаете видеть объемы, вы перестаете циклиться на мелочах. И вот это время как раз о том, чтобы перестать циклиться на мелочах и уйти в дальние дали, чтобы развить дальнозоркость, увидеть новые горизонты в своей жизни. Дальше. Кроме того, что у нас сейчас спасение в дистанции, спасение также в уничтожении, как это странно не звучало бы, уничтожении каких-то старых вещей в вашей жизни. Знак Стрельца противопоставлен Тельцу и Раку. И сердце Тельца – это Рахини, сердце Рака – это Пушья. Вот эти две накшатры сейчас не в теме, потому что им противопоставлена очень жесткая сила Стрельца. Не держитесь за дом и не держитесь за вещи. Вот если вы очень сильно привязаны к этим вещам, будут уроки, когда вам скажут уничтожить. Нритти будет уничтожать лишние вещи и лишние привязки к семейственности, к чувственности, к ценностям семейным, к традициям. Чтобы понять свои задачи в это время, смотрите, на какую сферу выпадает у вас знак Стрельца. Это можно посмотреть в гороскопе. И также смотрите на силу Юпитера, потому что Юпитер – это куратор всего, что с вами будет происходить. Если у вас сильный Юпитер, то вы пройдете это время очень эффективно. Вы найдете нужных учителей, вы встретите новых людей, вы обретете через этот Юпитер новую стезю. Юпитер всегда можно усиливать, и мы его усиливаем, когда мы путешествуем за границу, когда мы уезжаем туда, где мы раньше не были, когда мы поступаем на обучение к такому человеку, который для нас очень новый, необычный, и мы с таким еще не сталкивались. То есть вот Стрелец, он о том, с чем вы еще не сталкивались и что вас будет преображать. Но важнее даже не сфера, на которую выпадает у вас знак Стрельца, а важнее планеты в Стрельце. У многих есть планеты в Стрельце. И вот вы смотрите, если у вас Юпитер транзитирует и Сатурн и Кету, все эти три планеты будут транзитировать по вашей натальной грахе, то будут сильные изменения по делам этой грахи и в сферах жизни, которыми эта граха управляет. И вот сейчас я хочу перечислить, для того, чтобы наше видео было более практичным, потому что нам нужно опираться на практику, когда мы так далеко заглядываем за горизонт, нам нужно все равно практика. И вот я сейчас хочу закончить именно вот этой темой. Что изменится в вашей жизни, если у вас вот эта троица, Кету, Сатурн и Юпитер, будут транзитировать по вашей натальной грахе? О Стрельцах восходящих я уже говорила в предыдущем видео про Раху в Близнецах, Кету в Стрельце. И я тут вкратце также упомяну, что восходящие Стрельцы вообще в это время должны сильно поменяться. Вот должны и все, потому что для них это время как экзамен. И у них и Кету, и Сатурн, и Юпитер будут транзитировать по первому дому, и эти люди не будут такими же, какими они вошли в этот транзит. Теперь про грахи. Если у вас в Стрельце Солнце, то это время, которое дает вам возможность по-новому увидеть свой стержень и
понять, в чем ваша центральная идея жизни, встать на новый путь, на новую стезю. Смотрите, каким домом в гороскопе управляет у вас Солнце. Вот эта сфера жизни очень трансформируется в течение этого транзита. Это время, когда вы станете кем-то другим изнутри, когда вы пересмотрите отношения с отцом, когда у вас будет новая вера относительно и себя, и отца, и любого центра. То есть вы найдете новый стержень, новый центр. Если у вас Луна в Стрельце, значит у вас Сады-Сати, значит у вас Кету также транзитирует по Луне, и Юпитер даст объемность, даст возможности видеть, чему научиться в это время. Будут времена, когда вам будет очень эмоционально сложно и трудно, особенно это времена, когда Юпитер будет покидать знак Стрельца. Вот с 23 апреля может стать тяжеловато, но вы помните, что Юпитер уже заходил, и вы получили это знание. Значит, у вас есть след Юпитера на вашей Луне, и вам не будет уже так сложно. У вас очень сильно меняется жизнь, у вас меняется жизнь в корне, если у вас Луна в Стрельце. Меняется представление о себе, модели восприятия поменяются, вера в жизни также поменяется. Ну, Солнце и Луна — это светило, и у кого в Стрельце светило, те люди, так же как и восходящие Стрельцы, очень сильно преобразуются. Теперь пойдем по вспомогательным силам нашего сознания. Начнем с Марса. Если у вас Марс в Стрельце, то ваше действие должно быть очищено. Вы почувствуете, что не страшно что-то сделать, а страшно умереть, что-то не сделав. Страшно уйти из этого мира, не выполнив какую-то важную миссию, важную задачу. И бездействие — это не о вас. Вам нужно что-то сделать, но под руководством высоких духовных принципов и учителя. И имейте в виду, что также сложное время, особенно у тех, у кого Марс в Муле, нужно быть предельно честным с собой, когда принимаешь решения, логические решения в своей жизни. Если у вас Венера в Стрельце, то этот транзит принесет вам очищение сферы отношений. Придется честно посмотреть на свои отношения, возможно, придется отдалиться, и на самом деле это наилучшая стратегия на это время — отдалиться от своего партнера, если он у вас есть, и посмотреть на ваши отношения объемно издалека. Отношения только тогда выдержат испытания временем, если они действительно построены на глубоких принципах и действительно связаны с вашей жизненной стезей. И вам без этого человека никак. Мула очистит, отрежет все, что нужно убрать. И поэтому имейте в виду, что лучшее, что вы можете ожидать в это время, это разлука с вашим партнером временная. А если этот партнер уходит, то значит он должен уйти навсегда. Вот такое нужно принять для себя правило, что этот партнер уходит сейчас навсегда, и даже если это будет тот же партнер в том же теле, то это будет на самом деле другой партнер, потому что он уходит, чтобы трансформироваться, чтобы пережить свою драму жизни. И вам также нужно заняться собой, вспомнить о правиле Трикон, что если Стрелец активен, то нужно заниматься собой, а не кем-то другим, не эмоциональными привязанностями. Забыть о Тельце, забыть о Раке. Если у вас Меркурий в Стрельце, это время Джойтиша, это время астрологии, это время математики, это время, когда нужно по-новому начать мыслить, выносить суждения, логически рассуждать, когда нужно опуститься на глубину Мулы, на глубину знака Стрельца и
познать универсальные законы и универсальные формулы. Также трансформируются у вас сферы жизни, за которые отвечает Меркурий. Если у вас Сатурн в Стрельце, у вас, значит, очень важное время, когда Сатурн встал в тот же самый знак, как и при рождении, вернулся в натальную позицию, вы проходите экзамен, вы сюда пришли, чтобы курировать и сохранять истинную структуру жизни, чтобы не сойти с пути предназначения и охранять других людей, в том числе через свою профессию, чтобы они не упали в бездну, которая связана с материей, со знаком Скорпиона. Вы пришли сюда, чтобы людей возвышать и чтобы делать это профессионально. И сейчас вам нужно пересмотреть свою профессию, насколько она соответствует этим критериям. Возвышаете ли вы людей через свою профессию? Даете ли вы людям оптимизм, смелость быть такими, какие они есть, для чего они сюда пришли? Раскрываете ли вы их предназначение через свою общественную деятельность? Если да, то для вас экзамен пройден. Но он еще не пройден, потому что это время еще грядет, когда вы будете его проходить еще некоторое время. Сатурн, Кету и Юпитер в том числе будут стоять в знаке Стрельца, и смотрите, насколько ваша деятельность соответствует высоким идеалам. Если у вас в Стрельце сам Юпитер, и Юпитер транзитирует по Юпитеру, и также Сатурн и Кету транзитируют по Юпитеру. Для вас время рождения новой философии жизни. Вы можете начать позволять себе большее, увидеть больше горизонта, расширить свое представление о себе. Это прекрасное время пересмотреть все свои страхи, потому что если у вас Юпитер в Стрельце, значит, вы пришли сюда учить людей оптимизму, учить людей их корневой силе, раскрывать их потенциал, да и вообще быть учителем. И очень важно, куда вы ведете людей и куда вы идете сами. Стрелец может завести людей, конечно же, не туда, может возникнуть философия иллюзорная, когда человек верит, что это правильно. И когда Юпитер возвращается в знак Стрельца, и одновременно там две курирующие силы сознания, Кету и Сатурн, то ваши идеи будут проэкзаменованы. Если они не соответствуют глобальной идее времени, то вы выпадете из жизни. Ну, имеется в виду на какое-то время, и вам придется заново восстанавливать, заново много учиться и принимать какую-то новую философию жизни. И закончить я хочу такой мыслью, что знак Стрельца — это уникальный этап эволюции, когда мы можем придать своей жизни новый смысл. Когда нам кажется, что вокруг темнота, когда мы уже зашли в тупик, все равно есть в этой жизни шанс, и этот шанс приходит нам в виде учителей, в виде духовного знания, в виде книг, которые случайно попадаются на нашем пути. И мы понимаем, что это не тупик, что можно двигаться дальше и нужно двигаться дальше, потому что наше предназначение прежде всего в том, чтобы наделять эту жизнь, эту форму смыслом. И я хочу призвать вас к тому, чтобы видеть учителей на каждом шагу. Это поможет в трудные минуты. И я недавно встретила на просторах Ютуба композицию, которая родилась в это время, когда Сатурн зашел в Стрельца. И я думаю, что эта композиция поможет многим понять саму суть знака Стрельца и также поможет пройти этот период максимально эффективно. Я говорю о мачете, так она называется,
и посмотрите название песни «Лови момент». Вот там представлены все важные значения. Это вдохновение на новые горизонты, это умение мыслить широко, масштабно, это непривязанность к материи и при этом следование своему истинному пути. Желаю вам пройти это время эффективно, и спасибо вам большое за внимание. До новых встреч!